Привет, друзья! Когда заходит разговор о том, кто же среди животных самый добрый, верный и преданный, ответ напрашивается сам собой. Это, конечно же, собаки. И неудивительно, что о таких четвероногих друзьях мечтают и дети, и взрослые. Ведь это единственные животные, отслеживающие направление взгляда своего хозяина. Более того, они улавливают эмоции, интонации, и даже могут предугадать намерения человека. С вами канал Top Smiles, и сегодня мы покажем вам 8 самых добрых пород собак в мире, которые смело можно заводить даже семьям с детьми. Поехали! Бассет Хаунд. Корпулентный коротконожка со взглядом вечного обиженки и душой неутомимого охотника. Он может быть умиротворенным, восторженным, разозленным, но все эти перемены настроения будут сопровождаться одной единственной печальной миной. Эта собака ни в коем случае не меланхолик, хотя именно на него и смахивает больше всего, а вполне общительный и жизнерадостный пес, но сказать, что с Бассетом всегда легко и ненапряжно, будет полуправдой. Обладая незаурядным интеллектом и запасом здорового эгоизма, коренастый джентльмен редко поступается своими принципами и комфортом по первому требованию. Так что если хотите поладить с породой, будьте готовы уважать его привычки и интересы. По-другому никак. Порода появилась во Франции в XVI веке и была выведена средневековыми монахами как охотничья, но своего рассвета достигла во второй половине XIX века на Британских островах. На первый взгляд собака производит впечатление неповоротной шерстяной гусеницы, в которой сложно заподозрить охотника. Тем не менее, она отлично приспособлена к гонкам за добычей. А уши, свисающие чуть ли не до земли, напоминают поникшие крылья. У набравшего достаточную скорость Бассета они развиваются под напором ветра, создавая иллюзию того, что собака вот-вот взлетит. Высота животного в холке составляет 33-38 см, а вес колеблется от 18 до 29 кг. За любовь к комфорту и мягким лежанкам в Англии бассет-хаундов окрестили диванными атлетами. Папильоны. Или папики, как ласково величают своих питомцев хозяева, являются умными, резвыми и общительными малышами, которые простят своему хозяину все, кроме отсутствия внимания к собственной персоне. Жизнь этих замечательных во всех отношениях пушистиков целиком и полностью вращается вокруг того, кого они избрали своим старшим другом. Неугомонные и необычайно легкие на подъем, папильоны всегда готовы поддержать любую инициативу хозяина, будь то банальная игра с мячиком или продолжительный вояж по странам и континентам. Это собаки, у которых практически не бывает плохого настроения. Они смотрят на мир сквозь розовые очки, умея находить позитив в самых, казалось бы, заурядных житейских ситуациях. И в целом их принято считать одной из самых удобных декоративных пород. Они не капризны, легко приспосабливаются к жизни как в малогабаритных квартирах, так и в частных домах, и вполне дружелюбно настроены по отношению к детям. Название породы переводится с французского как «бабочка», и сходство с этим насекомым папильоном придают их элегантные ушки, украшенные мягкой длинной шерстью. Их вес в среднем составляет от 3 до 5 кг, высота в холке от 20 до 28 см, а продолжительность жизни 13-15 лет. Мирно сосуществуют с другими домашними животными, но особенно благосклонны к кошкам. Лабрадор-ретривер. Одна из самых добрых собак в мире. Они очень жизнерадостные, дружелюбные и в какой-то мере легкомысленные собаки, обожают общаться с хозяином и тяжело переносят одиночество. Членам семьи невероятно преданы, легко чувствуют настроение человека и находят подход к каждому. Оптимизм и энергия лабрадоров безграничны, и кажется, что они всегда готовы играть и дружить со всем миром. Очень умны, и быстро всему учатся, и, наверное, сложно найти собаку, которая также радовалась бы тренировкам и воспитанию, как эти удивительные питомцы. Легко схватывают самые сложные команды и выполняют их с интересом и увлеченностью. Порода выведена в XIX веке, и, несмотря на название, происходит не из Лабрадора, а из соседнего Ньюфаундленда, что в Канаде, и является скрещиванием Ньюфаундленда, ретривера, фоксхаунда и сеттера. Со слов американского клуба собаководства, лабрадор-ретривер стал самой популярной породой в 2020 году. Первоначально выведенный для охоты, современный лабрадор является преимущественно семейной собакой, хотя для очень маленьких детей может оказаться слишком шумным и гиперактивным другом. По утверждению Animal Planet, лабрадоры могут выполнять разные функции на службе у человека, быть собаками-поводырями, спасать людей, либо же служить на таможне.
Ньюфаундленд. Это собака, мимо которой невозможно пройти без улыбки. Ее могучая форма и медвежий устрашающий облик не способны скрыть великодушное сердце и добрый нрав. Превосходный характер, чувство собственного достоинства, невероятная доброта, преданность и отвага, выразительная величественная внешность – это те достоинства, которые принесли этим собакам мировую славу. Они являются героями многих литературных произведений, репортажей, участниками опасных экспедиций и боевых действий. Ньюфаундленд в семье – это всегда неиссякаемый источник радости, тепла и любви. Родиной породы является одноименный остров Ньюфаундленд, расположенный у восточного побережья Северной Америки и принадлежащий Канаде. Отличительной особенностью является неудержимая страсть к воде, ведь эти джентльмены очень любят нырять и совершать длительные заплывы, они непревзойденные спасатели утопающих. Характеризует их высокая социализация и подлинный героизм, ведь многие животные состоят на службе в полиции, военных частях и работают поводырями, являясь очень дружелюбными, получая удовольствие от общения с людьми, в том числе с незнакомцами. Со взрослыми членами семьи собаки ведут себя на равных, а к малышам относятся покровительственно, оберегают их и терпеливо переносят назойливые приставания. Также привязаны к другим семейным питомцам, от попугаев до кошек, к посторонним животным агрессии не испытывают и пытаются наладить дружеские отношения. Вес взрослой особи составляет около 65 кг, высота в холке около 71 см, а продолжительность жизни 9-11 лет. Сенбернары. Это уроженцы швейцарских Альп, самоотверженные спасатели заблудившихся в горах путников, известные своей феноменальной преданностью человеку. Серьезные и собранные, эти бело-рыжие великаны напрочь лишены заносчивости и желания порисоваться перед сородичами. Да и какой смысл кому-то что-то доказывать при таких впечатляющих габаритах? Комфортнее всего сенбернары чувствуют себя в больших дружных семьях, где им точно не грозит одиночество и недостаток общения. Порода получила название благодаря приюту монастыря Святого Бернара в швейцарских Альпах, основанному в 980 году в качестве прибежища для туристов, на опасном перевале между Швейцарией и Италией. Это настоящие тяжеловесы с массой тела от 70 кг, а рост взрослого кобеля может достигать 90 см, со средней продолжительностью жизни в 9-11 лет. Кроме того, эти пятнистые исполины обладают удивительной харизмой. Чего только стоит фирменный взгляд, в котором затаилась легкая меланхолия и вековая мудрость всего собачьего рода. Уравновешенные и добродушные по своей природе, сенбернары легко уживаются с любыми домашними животными, начиная от кошки и заканчивая пернатыми питомцами. Характерным недостатком является интенсивное слюноотделение, поэтому если вы не готовы вытирать жидкие следы с пола, мебели и колен домочадца, присмотритесь к другим породам. Из сенбернаров получаются верные друзья, замечательные сторожа и первоклассные няньки. Взрослые особи в меру игривы и обожают длительные прогулки. Ирландский сеттер. Обаятельный, интеллигентный умница с позитивным отношением к жизни и окружающим. Иногда чересчур доверчивый, но умеющий настоять на своем. Этот каштановый симпатяга представляет собой тот тип домашнего питомца, в котором не устаешь открывать неожиданные качества. А охота с ирландским сеттером – это тема, достойная отдельного разговора. Вернуться из леса без добычи с собакой можно лишь в одном единственном случае, если в этом лесу изначально не водилось ни одного пернатого создания. Порода является ультраобщительной и ласковой, не умеющей и не желающей мириться с одиночеством, так что заводить ее трудоголиком, днями пропадающими на работе, нежелательно. Кроме прочего, она еще и достаточно спортивна, и требует того же от владельца, поэтому о 15-минутных выгулах для галочки придется забыть. Особая гордость ирландского сеттера, конечно же, его шерсть, и для предотвращения спутывания длинных волос очень важно ежедневно вычесывать волосяной покров. Отсутствие подозрительности и доброжелательность по отношению к человеку и домашним животным превращает этих симпатяг в абсолютно никаких сторожей. Интересно то, что если летом в поле зрения питомца оказался открытый водоем, то в 9 случаях из 10 он рванет купаться, забыв про все на свете. Вес животного составляет от 27 до 32 кг, а высота в холке колеблется от 55 до 67 см. Самоедская собака. Не только имеет великолепный внешний вид, но и отличается завидным интеллектом, прекрасным покладистым характером и самоотверженностью.
В условиях высоких широт она верой и правдой служит человеку вот уже много столетий, и суровые условия севера предъявляют собаке особые требования. Охрана оленьих стад, охота на дикого зверя и работа в упряжке. Да практически любой вид деятельности в Арктике невозможно представить себе без участия этих обученных лаек. Высоко ценятся эти животные и в условиях цивилизованного мира, ведь порода является примитивной, то есть вмешательство человека в селекцию незначительное, именно поэтому псы отличаются завидным здоровьем. Исследователи считают, что самоедские лайки живут рядом с человеком уже около 3000 лет, причем в практически неизменном виде, поскольку ареал их обитания ограничен, и смешение с другими собаками были невозможны по объективным причинам. Свое название порода получила от наименования кочевых племен северных регионов Урала и Сибири, сейчас известных как ненцы. Самоедская собака отличается покладистым характером, подвижностью и смелостью, а также дружелюбным отношением к людям и другим животным. Их вес в среднем от 15 до 30 кг, высота в холке 50-55 см, а продолжительность жизни составляет 12-15 лет. Сибирские хаски. Это собака, которая вот уже много столетий живет бок о бок с человеком, и была выведена коренными жителями русского крайнего севера. Чукчи крайне нуждались в лайке, которая могла бы преодолевать большие расстояния и перевозить людей и грузы от мест сезонной охоты до стойбищ. Суровые климатические условия оказали решающее влияние, как на формирование строения животного, так и на его характер. Эта порода известна своим доброжелательным темпераментом и любовью к людям всех возрастов, также и спокойное отношение к посторонним, а это значит, что из такой собаки не получится хороший сторож, так как она любит компании и нуждается в них. Ее не следует оставлять в одиночестве на длительное время, иначе собака может демонстрировать разрушительное поведение. Представители этой породы любят общество других воспитанных собак, при этом они еще и активные умелые охотники, лают редко, а вот выть будут с удовольствием. В ходе охоты они полагаются скорее на зрение, чем на чутье. Обожают бегать и могут продемонстрировать спринтерские пробежки с невероятной скоростью, оставляя хозяина далеко позади. В помещении обычно ведут себя как расслабленные домоседы. Рост взрослых самцов 51-56 см, вес от 18 до 27 кг, а продолжительность жизни 12-15 лет. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. Напишите в комментариях, какая порода вам понравилась больше всего. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи!